Всем здравствуйте, я Ольга, специалист по физической реабилитации. В этом видео я покажу вам несколько крутых упражнений, при которых мы задействуем грудные мышцы. Работа с грудными мышцами является одной из составляющих частей, формирующих осанку. И после выполнения этих упражнений вы почувствуете легкость, свободу движений в плече, уберется спазм, напряжение в грудных мышцах, большая свобода движений, опять же снятие напряжения и болезненности в плечах, в шее, в лопатках. Вы можете использовать их несколько раз в день во время, например, перерыва обеденного, дома, на работе. Они легкие и эффективные. Вначале покажу, что нам необходимо для выполнения упражнений. Любой дверной косяк и определенное положение тела. Нам нужно будет создать вот такой прямой угол и положение ног. Та нога, которая ближе к опорной руке, она будет слегка согнута. Вторая нога, в моем случае правую руку я сейчас буду использовать, правая нога чуть присогнута, левая нога в сторону, и на нее мы будем делать вот такую опору, отталкиваться с помощью нее. И дальше показываю. Прямой угол, правая нога присогнута, правая рука, левая в сторонку, и на нее будем делать опору. Немножко понадобится воображение. Вы представляете, что как будто бы ваше тело сейчас хочет оставить отпечаток, допустим, в матрасе, или огромная масса желе, в которую вы хотите отпечатать ваше тело. То есть это небольшое сопротивление. Работа идет вот здесь. И очень важный момент. Сила воздействия должна быть где-то на 4 балла из 10 возможных, для того, чтобы не усугубить ситуацию. Если есть какая-то болезненность, ограниченность в плече, то есть вы, допустим, не можете поднять высоко руку, ваш объем движения ограничен, вы делаете аккуратно в том объеме, при котором вы чувствуете небольшое приятное растяжение. Если дальше вам некомфортно, вы чувствуете, что вот сейчас вот эта граница, где вы начинаете чувствовать неприятные ощущения, все, дальше вы не делаете. То есть сила давления вы уменьшаете вот до этого предела, и на этом все. В дальнейшем, когда вы будете повторять ежедневно по несколько раз в день, то объем движений будет увеличиваться, и вам будет полегче. Отталкиваясь на левую ногу, вы как будто ложитесь вперед, да, растягивая вот эту зону, и представляете, что вы отпечатываете себя в матрасе или в массе желе. А затем вы как будто отрываете себя от этого матраса, вы как будто там прилипли слегка, и как будто отрываете себя. И при этом работа идет здесь, то есть вы возвращаете себя через небольшое сопротивление. Или какая-то пружинка вас вот сюда обратно толкает, а вы сопротивляетесь ей. Работа конкретно идет в этой руке, вот в этой зоне. То есть вы под весом собственного тела, опираясь на эту ногу, и вы слегка повисли до того комфортного ощущения небольшого растяжения. Дальше вы себя возвращаете. Первый раз. Второй раз снова толкаетесь этой ногой, отпечаток хотите сделать в массе желе или матрасе, и затем вы отталкиваете себя, возвращаете снова в исходное. И третий раз. Чувствуете работу вот здесь, до боли, где-то на 4 из 10. Сделали 3 раза. Этого будет достаточно. Затем мы представляем, что вот здесь у вас внутри, в суставе, все как будто бы в масле, такое скользкое. И нам нужно добавить объема движений. И вы начинаете медленно, плавно, прям представляете, что внутри у вас все вот там смазано, скользит, и вы делаете в той амплитуде, в которой вам комфортно. Поделали так
ну, допустим, раз 10, 5-10. Этого будет достаточно до 10. Все, вы поработали, представили, что это не через сопротивление, это все легко и плавно. Мы дали суставу хорошо смазаться и его проработали. Потому что любой из суставов в нашем теле смазывается только под воздействием работы мышц. И сустав должен раскрываться, что мы и делаем. При этом мы работаем с грудной мышцей, но работа происходит со всем плечевым суставом, лопатка, плечо, шея. Теперь мы делаем пару раз такие приседания. Присели, немножко здесь растяжение, и вернулись. Опять же, в той комфортной амплитуде, которая у вас. А теперь по тому же принципу, только мы представляем, что вот здесь под рукой, вот в этой зоне, под ней у вас, допустим, или пружина, вот она отсюда идет и вниз, или это масса желе, то есть что-то плотное, которое мы сжимаем, то есть вы должны чувствовать работу вот здесь. Мы приседаем и как будто бы рукой слегка вдавливаем что-то, оно нам сопротивляется, но мы слегка вдавливаем. Опять же, 4 балла из 10 возможных. А дальше это что-то нас выталкивает, например, пружина, а мы ей слегка сопротивляемся. И снова мы делаем так 3 раза. И что-то нас выталкивает, а мы слегка сопротивляемся. Сопротивление происходит, и сама работа вот здесь. Здесь идет такое небольшое напряжение. То есть напряжение вот здесь. Мы включаем в работу всю эту зону. Второй и третий. И то же самое мы делаем со второй рукой. Рекомендую начать работу с той руки, где у вас меньшая болезненность, меньшее напряжение, или она вас вообще не беспокоит, эта сторона. А затем уже переходить к той, в которой есть проблемы. Теперь у нас та нога, которая ближе к руке, присогнутая, правая в моем случае в сторону, и на нее в сторону, и на нее будет идти опора. Мы сгибаем ее и себя вдавливаем. Приступаем. Первый раз. Снова представляем, что мы хотим оставить своим телом отпечаток в матрасе или в массе желе. И дальше мы себя как бы отрываем за счет работы именно руки. Вот в этой зоне. И здесь работа идет, и здесь. Когда мы вот так виснем, растяжение грудной мышцы, она включается в работу, и дальше работа идет здесь и здесь. Мы выталкиваем себя, возвращаем. И третий раз. Медленно, плавно, прям представляете, как это происходит. Это очень важно для включения в работу нашего мозга. Он контролирует это, и результат будет намного круче. Дальше мы снова смазываем, да, мы делаем развороты вот такие. И в той амплитуде, которая для вас комфортна, мы делаем смазку. Мягко, плавно, так, чтобы вы прочувствовали вот это состояние, как будто бы все там в масле, такое скользкое. И вы плавно, аккуратно все это смазываете. То есть масло как будто расходится везде, по всей этой зоне. И суставчик получает больший объем движений. Следующее мы вначале присаживаемся пару раз. Аккуратно в той амплитуде, которая вам комфортна. Второй раз. И затем делаем то же самое 3 раза через сопротивление. Снова вот этой частью мы представляем, что мы
что-то давим вниз, оно нам сопротивляется, и теперь это что-то, масса или пружинка, выталкивает нас вверх, а мы ей сопротивляемся. Выталкиваете себя на 4 балла, не забывайте, из 10 возможных и вашей комфортной амплитуде. На этом у меня все, и напоследок хочу сказать, не бойтесь двигаться, даже если есть болезненность, даже если есть дискомфорт. Это не должно убирать движение из вашей жизни. Только в самых сложных ситуациях, при остром процессе, это может быть ограничение движения на пару дней. А дальше обязательно в небольшой амплитуде, той, которая комфортна для вас, без боли, обязательно двигаться, потому что суставы очень быстро становятся тугоподвижными, и в дальнейшем работать с ними будет очень сложно, и вам понадобится намного больше времени для того, чтобы вернуться к исходному состоянию. И каждая мышца должна прокачивать кровушку, как насосик. Поэтому включайте упражнения в вашу жизнь. Если это видео было для вас полезным, не забудьте подписаться, если не подписаны. Ставьте лайк, если видео понравилось и было для вас полезным. До встречи в следующем видео и берегите себя.